Друзья, всем привет! Вот я нахожусь в Румынии. Здесь именно выставка идет. Вот такой масштаб. Сейчас я пройдусь, посниму и покажу все подробно, что здесь интересное есть. Всем приятного просмотра. Вот так выглядит выставка. Здесь выставлены голуби, кролики, курицы и разные интересные животные. В этом зале у нас только выставочные экземпляры с оценкой, чемпионы. Поэтому начинаем, друзья. Так, вот наши якобины. Вот так выглядит оценочный лист. Правила такие: из 10 штук 1 чемпион. Вот я постараюсь погромче говорить, чтобы все было слышно. Сейчас я посниму подробнее. Вот это у нас чемпион. Вот такой красавчик. Как я говорил, из 10 штук 1 идет чемпион. Вот 96 баллов. Второй чемпион. Очень интересно и красиво снимать, когда голуби вот так сидят. Так, идем в другую сторону. Еще 1 чемпион там есть. Вот еще 1 чемпион. Это, как бы, по мне самый интересный. Вот такие красавцы. Освещение в зале слабое, поэтому вот так получается. Вот голландская порода. Сейчас тоже поснимаем чемпионов. Да, птица, конечно, интересная, шикарная. Уже находится здесь 5-й день. Их специально кормят. Есть люди, которые этим занимаются. Вот чемпион этой породы. Вот так он выглядит. 96 баллов. Так, вот еще 1 чемпион. Здесь у нас 2 чемпиона. Вот этот тоже красивый, но, наверное, 93 баллов. Не хватит. До 96 еще 3 балла. Вот это в основном у нас идет декоративная птица. Потом я сейчас посниму игровую румынскую птицу. Вот кучерявые, тоже красивые.
Так, по кутерявым я еще чемпиона не нашел. Начинаю снимать другую породу, германскую. Вот. Здесь чемпиона тоже я не вижу. Сейчас пройдусь дальше, потому что, друзья, здесь очень много клеток. Очень огромная птица. Не знаю, видно, не видно. Вот красавчик. Глаза не видны. Так, идем дальше. Здесь у нас другая порода. Вот так. Потом я переведу на русском, не знаю. Сейчас только на румынском здесь написано. Вот такие красавцы. Сейчас найдем чемпиона и здесь. Вот они эксперименты делают, выводят другие цвета, там, расцветки. Вот, работают люди каждый год, они что-то новое придумают. Вот, даже они сапожкатые. А вот и наш чемпион. 96 баллов. Вот такой чемпион. Дальше у нас китайская чайка. Вот, это чемпион. Обратите внимание, по всему корпусу идут цветы по всему корпусу. Вот такой красавчик. Так. Чиль. Этот красивый, конечно. Ну, я хочу заметить, что это очень крупная птица. Я держал китайскую чайку, но она была поменьше. Не знаю, может стандарт поменялся. Вот это поменьше. Но это вообще гигантский какой-то непонятный. Очень большой. Не знаю, как показать размер. Вот еще один чемпион. Это вообще красавчик. Это просто шикарно. И цвет, и все. Вот он, красавчик. Очень удобно снимать, когда все сидят в клетке. Все красиво организовано. Спасибо друзьям из Румынии. Вот это тоже красивый. Так, чемпионов я двух снимал. Здесь больше нету чемпионов. Так, английский павлин. По корпусу маленький. Не так уж большие. Сейчас найдем чемпиона. Чемпиона я здесь не вижу, наверное, другое место, потому что они не знаю, как разложили голубей, но не получается весь ряд одну породу. Не знаю, как они это организовали, но неудобно так. Снимаешь, надо идти на другой ряд и искать чемпиона. Вот это у нас уже индийский павлин.
Вот, снимаю специально для друга из Англии. Вот, может он тоже увидит. Он фанат этой птицы. И в Молдавии есть несколько друзей, которые обожают. Очень крупная птица. Да, как 3-4 ботинца. Вот это даже не видно. Белый такой. Да, очень большие. Сейчас тоже найдем чемпиона. Здесь их много. Как бы трудно, голуби уже 5-й день, наверное, находится на выставке. Так, вот этот вообще красавец. Такой. И вот он, чемпион выставки. 96 баллов. Давай, покажись, красавчик. Он хвост показывает. Не хочет сниматься в видео. Так. Получается 2 чемпиона. Вот этот 95 баллов. Вот такой тоже крупный. И этот 96. Давай, покажись. Вот расцветка такая. Ну, мраморный здесь очень много. Вот хвост какой большой. Это тоже красивый, но 94 балла. 1 балл решает все. Так, друзья, идем дальше. Другой ряд. Так, у нас здесь тоже английская порода. Вот такая. Как по мне, очень страшная. Клюв у них необычный. Даже не видно. Вот такая круглая голова, клюв маленький. Сейчас тоже найдем чемпиона, посмотрим, как они должны быть. Странные клювы у них. Так, здесь чемпиона нету, идем на другой ряд. Вот они. Расцветка красивая, но голова странная у них. Вот он, чемпион. 95 баллов. Вот он. Такие лохмоногие. Вот. 10 штук здесь и 1 чемпион на 10 голубей они одного чемпиона ставят. Так, другая порода. Сатинет, или из того, что я знаю, сатинеты. Вот он. Такие красавчики. Сейчас чемпиона покажу. Вот он. Даже с красным здесь написано, что абсолютный чемпион. Вот он. По сравнению со всеми это капец огромный. Вот. Такой чемпион. Тоже в сапожках. Так. Идем дальше. Здесь вот тоже такой расцветки, разные расцветки. Вот этот красивый. Смотрите, какой рисунок у него.
Так, друзья, продолжаем. Это одна и та же порода, расцветка уже другая. Вот. Тоже интересный, красивый. Вот сапожки какие у них. Вся птица окольцована, без кольца не принимает. Дисквалификация. Надо покупать кольца у федерации. Вот ярый самец, видите? Вот это будет охранять гнездо. На выставке, и он вот красавчик. Вот кто-то украл лист. Наверное, это и есть чемпион. Вот такие. Здесь не вижу чемпиона. Здесь много, очень много этой породы. Сейчас найдем. Вот он, чемпион. 96 баллов. Ну, по сравнению с тот, что ворковал, этот что-то, не знаю, по состоянию здоровья, наверное. Так, вот. Так, идем на другой. Это уже российская. Российская порода. Игра. Вот. Пишите в комментарии, как называется у вас. Здесь, не знаю, они что-то про Волги написали. Сейчас посмотрим, что это за порода. Вот, человек даже продает. Так. Турецкая такла, декорация. Дали чемпиона. Это голуби моего друга. Он начинающий в этой породе, но видно, дали чемпиона. Не знаю, за какие услуги, за игру или за красоту. Но чемпион есть. Если есть 10 голубей одной породы, то дают чемпиона. Выбирают самого интересного. Крупная птица, похожа на мардин. Так, это английский роллер. Тоже моего друга из Румынии. Вот. Это здесь идет дисквалификация из-за глаз. Они говорят, что глаз должен быть светлый, но из-за рисунка он не может быть. Поэтому идет дисквалификация. Да, здесь тоже оценки ставят друзьям. Не знаю, они говорят, что арбитры все равно знают, где и какие голуби сидят. Но, как правило, на выставке это не должно быть. Но коррупция, она везде. Так что, может и честно, может и нет, не знаю. Не хочу это прокомментировать. Может, кто-то из вас есть судьи в разные страны. И по видео можете как-то определить. Вот я пропустил чемпиона. Вот этот идет чемпион. Это голуби, которые играют вниз. Так, видите, здесь только один экземпляр, не знаю. Просто один этой породы. Тоже роллер. Идем дальше, друзья. Вот я только 3 ряда пока поснимал. Так, здесь у нас ростовский. Вот. Друзьям из Ростова всем привет.
Вот ваши голуби на выставке в Румынии. Так, вот чемпион. Вот такой чемпион. Без чуба. Не знаю, это и бывает чубатый или нет. Сейчас найдем и чубатых, если есть. Такой сплошной черный чемпион. 96 баллов. Так. Идем дальше. Это немецкая порода. Тут разные расцветки на красном, на черном. Вот он чемпион. Вот такой чемпион. Я думаю, слишком много дней они их здесь держат. Это видно и по состоянию голубей, они уже истощены. Кто-то кушает, кто-то не кушает. Будапештский летный голубь. Вот такого плана. Может, кто-то первый раз видит таких. Потому что не все породы, они как бы распространены по всему миру. Вот. Белобокие, получается, глаза страшные у них. Вот. Сейчас найду чемпиона. Пока его не вижу. Очень мелкая птица, но красивая. Вот этот рисунок шикарный. Вот он чемпион. 96 баллов. Еще 100 баллов я еще не видел, только 96. Вот такая самочка красивая. О, здесь уже интересно. Похоже на наших голубей, этих таджикских. Вот. Чемпион, тоже 96. Да, друзья, а ну, обратите внимание, клюв чуть-чуть потоньше здесь идет, а так лохмы, крылья, видите, сколько пород существует. Такая голова у них сухая, вот такая идет. Но тоже интересная, красивая, декоративная птица. Здесь написано, что летают очень хорошо. Не знаю. В основном самцы здесь. Допустим, 1-0. Я как понял, здесь если 1-0 самец, если 0-1, то самочка. Так, идем дальше. Написано Ростов, потом Волга. Жукоторди Волга это. Не знаю, тоже российский. Волжский. Здесь тоже. ¿Sabes lo que 800? Sí, 800, да? Да, acum spune aici. Так, чемпиона я не вижу. Чемпиона я там не увидел. Вот другая порода, начинаем. Вот так она называется на английском. Тоже необычные голуби. Ну, это, наверное,
еще не успели оценки ставить, или просто новая порода и как бы еще стандарт на ней нету. Они существуют, но еще нету стандарта, поэтому оценки они не ставят. Ну, это метисы, я думаю, разных пород, и они как бы, ну, каждый год они что-то новое придумывают. Вот. Пишут, что это румынская, вот, румынская порода. Вот, 600-700 грамм она должна иметь. Стандарт есть, но оценки они не ставили. Так, тоже румынская порода. Изарада. Вот такие. Тоже интересные. Маленькие по корпусу. Тоже оценки не ставили. Не знаю почему, но чемпионов здесь либо меньше 10 штук. Если меньше 10 штук, они не ставят оценки. Игровой Старомский. Не знаю, что за Старомский у них. Разные породы. Они первый раз слышу. Старомский. Может, хотели сказать Староомский, а написали Старомский. Не знаю. Сейчас найдем чемпиона, если кто-то в них понимает. Не вижу я здесь чемпиона. Вот они, двухчубые. Это уже идет другая порода. Элский. Так, здесь я чемпиона тоже не вижу. Нету здесь чемпионов. Так, идем. Это спортивные голуби, но они делали интересные расцветки. Вот делают именно спортивным голубям. Не знаю, вот там наверху, там есть чемпионы, но здесь они чисто по рисунку поставили вот такие эксперименты. Они сделали. Здесь тоже нет чемпионов, потому что нету стандарта на. Они, может, с годами они все сделают. Вот. Можно и мраморных найти. Вот. Занимаются люди, хотят что-то новое придумывать. Главное, чтобы не забыли старое. Вот. Скрещивание идет с разными породами и берется только рисунок. Вот. Я отдельно посниму, если найду интересные экземпляры. Именно вот тоже красивый. Вот этот тоже интересный. Так, вот красавчик. Да, друзья? Вот это красавчик. Что-то красивое в этом есть. Люди работают, выводят что-то новое. Вот это спортивный голубь, друзья. Вот какой рисунок. Это просто шикарно. Вот они. Кофейный. В общем, красота. Вот их. На той стороне тоже интересный. Сейчас пройдусь, покажу. Хочу каждого показать. Может, из тех, что смотрите, друзья, пишите, какой ваш любимчик, потому что здесь чемпионов нету. Вот листы, они
сидят, но чемпионов нету. Так, здесь это летные триплеры. И пишется, вот сколько они летают. В общем, 17 часов за 3 полета. 17 часов максимальный. Вот он, 17 часов. Вот они, триплеры. Пакистанские триплеры. 17 часов. Здесь тоже 17 часов. Ну, оценки просто идет время. Вот 21 часов за 3 полета. Вот он. Часов здесь не знаю, что. Так, 18 часов здесь. Получается, в Румынии тоже есть дальголеты. Вот они по корпусу, сухие голуби, мелкие. Вот они, дикари. Я такие голубей дикарями называю. 17 часов, друзья, за 3 полета. Вот здесь тоже 17 часов. Так, и у нас идет дальше декорация. Это у нас Хендел. Тоже название интересное. Так, заканчиваю. Вот мне показали румынскую породу. Новая порода. Говорят, что очень перспективная. Тоже летает очень долго. Знаю, только 3 экземпляра здесь. И уже вот он, красавчик, друзья. Так, и идем, заканчиваем этот ряд, и первая серия идет в завершение, потому что есть еще много снимать, и получается слишком долго, и я не думаю, что вы будете посмотреть до конца. Если будете, то я вам благодарен, потому что я приехал в другую страну и именно снимать, показать что-то интересное. К сожалению, в Молдавии нет такой возможности снимать. Вот, обратите внимание, какой здесь рисунок нежный. Вот. В основном здесь птица для красоты, для любителей что-то интересного. Вот. Это просто шикарный, золотой. Вот. Спортивные голуби. Вот здесь я вижу мандай. Есть такая порода, не знаю, у нас мандай называется. Что-то здесь похожее с ними есть. Короче, они работают. Первое поколение, второе, и выводят, чтобы как бы были ближе к оригиналу, но взять рисунок с другой расы. Вот этот заводчик этих голубей. Да, друзья, когда идешь, снимаешь, я уже 2 круга сделал, ну, как бы не обратил внимания на всех, но когда идешь и снимаешь, и видишь каждого голубя, видишь отдельно. Вот. Видишь каждого отдельно и видишь, какую красоту здесь. Вот, надо знать генетику. Без генетики получить это невозможно. Надо знать, кто с кем.
чтобы получить красавчиков. Так, последний голубь, завершаю первую серию. Всем спасибо, друзья. Вот он. Давай, смотри на нас. Давай. Так, вот я иду дальше снимать. Вот такая выставка. Я уже поснимал только 4 ряда. Все, друзья, всем пока.